Ребят, всем привет! Всем привет! Мы находимся на пирсе Балихай и хотим отправиться на остров Калан и провести там ночь. Уже забронировали отель, поехали с нами, будет интересно. Вот смотрите, как мы снимаем видео, подошли индусы, окружили нас и хотят сфотографироваться. Я не знаю почему у них популярно вот это место, они здесь фотографируются все. На пирсе Балихай очень много людей, в основном это тайцы, индусы и другие иностранцы. Русских почти не видно. Русских процентов, наверное, 10. Смотрите, как классно сделали пирс. Сделали такой навес от солнца. Теперь идем в тенечке. Ветер дует. Очень классно и комфортно стало. Билет на паром стоит 30 бат человека в одну сторону. То есть нам 90 бат будет. Ребята, наш комфортабельный паром доставил нас на пирс Набан. Это ближайший пирс к Паттайе, поэтому дорога составила около 30 минут. Так, Сань, выбегаем. Мы на земле, на твердой. На Калан можно добраться на вот таких спидботах. Смотрите, мотор у него Меркури, четырехтактный, хороший. 200 лошадиных сил, красота. А я хочу обратить ваше внимание, насколько чистое здесь море. Смотрите, какая прозрачная водичка, видно хорошо так дно. Вода потрясающе. просто шикарная. Кристальная, чистая вода. И мы забронировали отель. Не знаю, во сколько заселения, скорее всего, в 2 часа дня будет. Но мы сейчас пойдем и посмотрим себе транспорт. Мы хотим взять в аренду байк. Мы обычно ездим на Калан без ночевки, берем байк на один день. Но сейчас хотим снять на сутки, цена будет другая. И плюс сейчас высокий сезон продолжается. Поэтому интересно будет, какие сейчас цены. Жилье, которое мы забронировали на букинге, стоит около 1000 бат. Забронировали мы его позавчера. Может быть, если бронировать заранее, будет дешевле. А что нам понравилось, оно находится где-то в 300 метрах от этого пирса. Я думаю, это будет удобно, но посмотрим уже, как все будет на практике. Обычно мы берем мопеды вот здесь, прямо на выходе с пирса. Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит. Hello, yeah. 200, 300. One day. Today. Tomorrow we Oh, come. tomorrow 300 baht. Сейчас у нас время 12 часов. Если мы берем сейчас, то вернуть надо завтра в 12. То есть 24 часа. Возьмем за 400 бат Aerox. Цена хорошая. Я думаю, надо брать. Сравним его с нашим. 400 бат на сутки. Если маленький брать, то 300 бат на сутки. Но у нас много вещей, поэтому маленький нам не пойдет. Окей. Thailand. Залог нужно оставить свои водительские удостоверения. Мы отдали Алене, потому что за рулем буду ездить я. Можно оставить российские права, российский паспорт, да что угодно. Залог, главное что-то им оставить с вашей фамилией и фотографией. Так выглядит, ребята, улица с пирса Набан. Здесь же есть 7-Eleven, в который я сейчас зайду. Можно купить себе циновочку, хотя на каждом пляже есть шезлонги, которые стоят 100 бат. По острову курсирует вот такой вот электрокар. Скорее всего, это от отеля. А вот туда, если пойти, там будет уже остановка, где тук-туки стоят. Первым делом, естественно, мы зашли в 7-Eleven. Чтобы взять перекус, вот я взяла холодные сэндвичи. Оиши очень вкусные. Яйцо вареное. Здесь, кстати, оно стоит 13 бат, а на материке 11. Также сэндвичи стоят на материке 29, здесь 31. Чуть-чуть есть разница в цене. Ребят, мы привыкли, что мы на Калан ездим на один день и постоянно спешим. Прибежали в 7-Eleven, хотели взять готовой еды, чтобы быстренько перекусить и отправиться на пляж. А потом подумали, а нам же заселение только через 2 часа. Поехали мы в кафе где-нибудь, да покушаем, посидим. Нормально, как люди. Что мы будем спешить? Хотим провести этот день на максимальном расслабоне. В общем, в Севике наши покупки составили 123 бата. Купили водички, протеинчика и Сане бутерброд. Поехали искать какой-нибудь элитнейший ресторан Калана для того, чтобы там поесть. Нашли вот такое интересное место. Сейчас пойдем посмотрим, какие там цены, что там есть вкусного. В общем, чем там нас покормят. Заведение называется Токапква. В принципе, выглядит все прилично. Давай посмотрим цены. Том-ям здесь стоит 250 бат. Том-ка 180.
цены ресторанные. Рис жареный 90, нудл 70. Ну, в общем, вот, пад-тай 120. Дешевая еда тоже есть. Угу. Просторное кафе. Все такое в бамбуковом стиле островном. Очень интересно и не жарко. Вентиляторы работают. Достаточно свежо. Хотя на улице жара жуткая. Быстро нам принесли наш заказ. Ребят, мой шок в шоке в двойном квадрате в кубе. В общем, я заказала стеклянную лапшу, это было так написано, с креветкой. Это суп, он такой вот сопливый, извините, видите, желеобразный. Он вкусный, я его попробовала, приятный вкус такой. Ну, выглядит максимально странно. И порция гигантская, я столько не съем. Наверное, надо было что-то взять попроще и заказать фрайд райс. В Сане мы взяли сэндвич 7-Eleven и яйцо. Мы решили не экспериментировать. Мне кажется, его не дожарили. Ребята, я заказал рис с кальмаром, обжаренным в чесноке. И знаете, что я сразу скажу? Это просто самая большая порция кальмара, которую я ел, наверное, за последний год в кафешке. Очень много его, и это радует. Давайте посмотрим, какой он на вкус. Вкусно. Мне нравится. Ребята, мы приехали в наш отель. Вот так он выглядит. У него есть даже своя небольшая территория. Единственное, на улице снаружи стройка идет. Бульдозеры ездят, что-то копают. Но я думаю, ночью копать они не будут. У них даже удочки стоят с кальмарницами, представляешь себе? Круто. А я хотел свои взять, но некуда было. Попробуем сейчас заселиться. Сейчас еще нет 2 часов дня. Вот такие здесь дома. Окей, thank you. Ну, в общем, на первом этаже у нас номер. С террасой, да? С балкончиком со своим. С сушилкой. В принципе, нормально. Ну, нормально. Че, Сань, пойдет тебе такая? А, ну тут не надувная кровать, да? Саня против кондея, потому что кондей капает на Санин матрас. Панорамные окна с видом на забор и соседскую крышу. Есть вот такой столик на улице, где можно работать, пытаться. Или посидеть, попить пиво. Телевизор, зеркало в солнышке, такая ванная. Это номер за 1000 бат. Для Калана стандартная цена, в принципе, в районе 1000 бат, да? Нет, сейчас этот номер уже 1600 стоит, потому что мы 600 бат за размещение на полу заплатили. Вы знаете, кто-то, может, не поймет, да? Придираемся вот к этому моменту. Но дело в том, что тут можно по-разному трактовать. И мы привыкли, что когда мы путешествуем с ребенком, мы, если хотим где-то переночевать ненадолго, мы берем либо 2 кровати и спим Саня на одной кровати, мы на другой, либо берем с собой матрас надувной и кто-то спит на матрасе. И никогда у нас с этим не было никаких проблем. А сейчас нам конкретно сказала женщина на ресепшене, что нам нужно дополнительную кровать, и она будет стоить 600 бат. Я сказал, что у нас есть с собой надувная кровать. Она, естественно, по-тайски сделала вид, что ничего не понимает. Не получилось у нас ничего, вот пришлось доплатить 600 бат. По меркам этого отеля женщина сказала, что дети до 3 лет, а дальше это уже не дети считаются. Ну вот так вот, показываем все как есть, рассказываем. И давайте я вам покажу, что написано в моем подтверждении бронирования. Вот смотрите, дети и дополнительные кровати. Значит, в этом объекте размещения за детей в возрасте 13 и старше будут взиматься плата как за взрослых детей. И дети от 6 лет, правила установки кроваток. Дополнительная кровать по запросу будет стоить 600 бат с человека за ночь. Я так считаю, что это имеется в виду, что если хотите, можете взять дополнительную кровать и заплатить за нее 600 бат. Если хотите, можете привезти с собой дополнительную кровать и не платить эти 600 бат. Я считаю, что так. Ребята, ну все, мы добрались до моря, мы находимся на пляже Самаи, и вы знаете, настроение начинает улучшаться. Мы видим это море, оно такое классное, песок белый. И я надеюсь, у нас будет здесь 2 моря. Море Южно-Китайское и море позитива. Тук-туки приходят на пятачок, там чуть дальше, а мы проехали к известному на этом пляже отелю, он здесь один. И вот у этого отеля с этой стороны есть свои шезлонги,
можно и свою циновочку здесь тоже положить. И здесь людей всегда меньше, но здесь коралловое дно. Зато можно рыбок посмотреть. А по правую сторону там уже длинный пляж. Очень много лежаков, свободного места, где можно отдохнуть. В общем, каждый для себя здесь найдет место, где можно отдохнуть. Здесь есть такой пирс. Он интересный, красивый. Но единственное, на него надо заходить в тапочках, потому что он очень сильно бывает нагревается. Море красивое, сегодня яркое, чистое. Клевое! Вот такие красивые здесь лежаки, зонтики, все новое, нарядненькое, цветное. И такой отель прямо с видом на море. Мы нашли себе место вот такое. Смотрите, какая у нас пещера будет. Вот тут разложились, сейчас накачаем с Саней подушку. Если пройти дальше, вот по этой тропинке, там будет такой нудистский пляж. Может быть, и туда заскочим сегодня. Ребята, у нас рубрика обзор водички. Саня, давай. Вода освежает. Я думаю, температура воды в районе 29-30 градусов. Ну, сейчас замерим. Точно скажу вам. Все, погнали. Классно, да? Вот на этой штуке можно ловить волну, но волны сегодня нету сильно. Может быть, проедем еще по другим пляжам, Сань, посмотрим, как там волна. Ну, как тебе, Лен? Очень классно. Как вода? Вода не холодная, нормальная, освежающая, но и не парное молоко. Мне так больше нравится, потому что когда она слишком теплая, приплывают медузы и там всякая гадость плавает. Идеальная, да, вода? Да, идеальная вода. Вода чистенькая, смотрите, дно видно, прям классно. Всегда, когда мы снимаем пляж Жамтьен, я говорю, что на Калане вода будет лучше, 100%. Вот мы видим сейчас, какая здесь вода. На Жамтьене, конечно, такой прозрачности практически невозможно встретить. А еще мы снова белые, потому что постоянно монтируем для вас ролики. Да, это уже что-то. Видите, мы не отдыхаем в Таиланде. Мы стараемся делать качественные ролики, на монтаж уходит много времени, плюс, естественно, я работаю, поэтому на море не так много времени у нас остается. Сань, можем взять каяк, зацепить тебя, да, и плавать вот так. Что, тебе глубоко, рыбка моя? Алена у нас рыбка, плавать не любит. Так, смотрите, температура воды у нас 31 градус. Вообще теплая. Это очень, ребята, тепло, потому что последний раз, когда мы с Пашей замеряли, температура воды была от 27 до 29. То есть сейчас просто супер комфортно. Вот так выглядит основной пляж. Людей много, практически процентов 70 лежаков заняты. Давайте пройдем, посмотрим до обсерватории этой. Можно взять в аренду сапсерфинг, игрушки надувные, каяки и покататься. В принципе, здесь интересно кататься на каяках, потому что есть места, куда пешком добраться сложно вдоль берега, а на каяке это сделать можно. Вот такие фотозоны здесь интересные. Давайте посмотрим цены в местном кафе. Значит, кока-колу можно купить за 30 бат. Это коктейль 50 бат стоит. Кофе от 70 до 90 бат. Вот такие красивые стейки 200-290 бат. С рыбой, допустим, курица будет стоить 200 бат. С картошкой фри. В основном все предпочитают отдыхать на ЖК, на циновках людей практически нет. Здесь такая фотозона тоже, можно сделать красивые фотографии. Я думаю, здесь будет какие-то тренировки проходить. Также ребята некоторые лежат на песке. Так, ребят, мы позагорали, покупались, хотим отправиться вот в тот конец пляжа, до туда, докуда сможем дойти. Пройдем через нудистский пляж и посмотрим, что там есть интересного. Докуда можно пройти вообще в эту сторону. На пути к секретному пляжу есть вот такое вот дерево, увешанное со всех сторон кораллами. Раньше здесь еще ракушки висели. И сюда все приходят пофотографироваться. А потом был сильный шторм, и ракушки сорвались. С кораллами тоже красиво. Мы дошли до такого мостика вдоль берега деревянного. Сейчас пойдем по нему, а там
Посмотрим дальше, что будет. Классно прогуляться вдоль берега. Дует освежающий морской бриз. Но солнце светит достаточно сильно и припекает тоже. Жара у нас в Таиланде. Такие мостики могут быть достаточно опасны. Поэтому аккуратнее, ребята. Вот смотрите, как мостик заворачивает здесь. Классно так сделано. Вот здесь можно сделать на закате очень много красивых фотографий. Нет, Сань, не прыгай сюда. И все. Мостик заканчивается. Сейчас мы пойдем по камням, посмотрим, сможем ли мы пробраться вообще там. Дальше будет нудистский пляж. Как будто мы либо во Владивостоке, либо где-то на Черном море, да? Похоже, обстановочка такая. Ух ты, смотрите, какая тут скала. Давайте поднимемся, посмотрим. Буду чувствовать себя как король лев. Вау, ребята, какой вид отсюда открывается. Да, дальше пляж. Здесь мои котятки. Поднимайтесь сюда, только аккуратненько. Потрясающий вид на пляж и на эту всю красоту. А вот там уже ребята летают, которые собирали свои парашюты. Мы видели с вами. Они уже летают вовсю. Смотрите, как классно. Повсюду растут такие кактусы. На них встречаются достаточно большие иголки. Поэтому, ребята, будьте аккуратней. Кайфово здесь, да? Как будто на острове Русском, да? Как правило, дикие пляжи, они всегда такие неубранные. Здесь много палок, пластика, всякие бутылки, буйки старые. А вон там дяденька с писечкой голенькой. Да? Ты его разглядела? Дай-ка я его сниму. Ого! Ну да. Саня нашел какую-то палку. Ребята, там дальше уже нудисты. Мы туда не пойдем. Не хочется их тревожить. Саня смастерил уже какое-то... Я сделаю деревянную кирку. Для выживания? Ну давай проверь, как она работает. Оу. Саня немного заапгрейдил свою кирку, и она теперь реально стала грозным оружием, да, Сань? Ну-ка, показывай. Крепко. Я думаю, с тобой можно повыживать, Саня. Как ты думаешь? Давай, покажи. О, а в песок. Класс. Ребята, время ближе к 5 вечера уже. Смотрите, многие спешат на паром, а тайские парочки идут фотографироваться, потому что сейчас хорошее время, чтобы сделать красивые фотографии. Ребят, мы приехали на Манки Бич. На самом деле мы ездили в наш номер, помылись и решили поехать поискать закат и где-нибудь посидеть. Но дело в том, что многие дороги поперерыли, и мы до заката даже не добрались. Но вот и решили заехать на этот пляж, посмотреть, как здесь обстоят дела, когда покидает его большинство туристов. Видите, здесь идут фотосессии, проходят. Здесь очень интересные места, такие качели. Вот такие качели. Это пляж Нуал или Манки Бич. Смотрите, какая вода красивая. Шикарная просто, да? Ого, это что такое? Это остров какой-то? Ну, там снорклинг хороший. Кафе с видом на закат нам не удалось посетить, но у нас будет кафе с видом на Паттайю. Смотрите, вот там у нас Паттайя. Самое главное здесь это вид и вкусная еда. Надеюсь, что... Вкусная еда. Мы еще не знаем, какая. Да, надеюсь, что еда нас порадует. Слушайте, несмотря на то, что мы сидим прямо возле моря, папайя салат здесь стоит 60 бат, а не 100 и не 150, как мы привыкли. Давай закажем папайя салат. Обязательно. Мы пока выбрали только папайя салат. Блюда здесь недорогие. Допустим, картошка фри стоит 80 бат. В принципе, цены как в обычном кафе. Том-ям здесь стоит 180, том-ка 180, фрайд-райс 90 или 80. Также здесь можно жареную рыбу целую взять, 380 бат стоит. И гребешки 200 бат. Пока мы ждем заказ, я вам покажу, что из себя представляет наше заведение. Вот так все выглядит, все просто, но присутствует островной вайб. Именно то, зачем мы сюда ехали. Смотрите, здесь у нас паркуются яхты, также здесь паркуются паромы, которые возят туристов. Видите, какие? И там вдалеке у нас идет Паттайя. Здесь у нас Джамтиен. Вот так, если смотреть, это пирс Балихай.
я вижу недостроенное здание на горизонте, которое находится возле пирса Балихай. Так, все, несут колу нам и пиво. Все, я думаю, что отдых должен начинаться, да? Алена, давай, за наш отдых. Заказали мы несколько блюд с креветками, с кальмаром, креветку в темпуре, наггетсы и папайя салат. Сом-там называется. Пахнет, ребята, просто обалденно. Так как Алена у нас голодная, она будет дегустировать мое блюдо, пока не принесут ее. Давай. Смотрите, какая большая тарель щи. По-моему, это блюдо стоило 90 или 80 бат. Ну, наверное, 90. Обалденно. Давай поменяемся. Да, ради бога, Ален. Мы, кстати, с Аленой, не сговариваясь, выбрали это блюдо, да? И потом, чтобы блюда у нас были разнообразнее, когда уже заказали, и она говорит, а вы что, будете одинаковые? Мы такие, ну ладно, закажем что-нибудь другое. Заказали еще другое похожее блюдо. Сейчас мы и сравним. Действительно, очень вкусно, правда. Нам несут второе блюдо. О, второе блюдо. Карпао. Давай, Ален, пробуй тоже. Будешь у нас сегодня дегустировать на правах голодной жены. Это то, что я заказала. Смотрите, здесь стручковая фасоль. И морепродукты. Острая. Мне кажется, это паста том-ям. Легкий оттенок лимонграсса и супа том-ям. Ну что, тоже какое очень блюдо вкусно. тебе больше нравится? Вот это менее острое, это просто больше спайси. И то, и другое приготовлено вкусно. Ребята, ну что, за дело берутся профессионалы. Налью себе пивка немножко, потому что блюдо острое, Алена говорит, на всякий случай, если что, запьем. Давай я попробую кальмарчика, да? Да, прям такой мощный здесь. Да, мощный, Паша. Вкусно. Ребята, обалдеть. Это вкусно. Приготовили? Отлично. Болгарский перец – это зачет. Вот посмотрите, какая красота. А теперь еще следующее. Здесь, смотрите, у нас какая красота. Ребята, я не верю, что это блюдо стоит меньше 100 бат. 90 бат, насколько я понял из меню. Никогда в жизни я бы не поверил. Цена этому блюду 170 бат, а в таком заведении 260 бат должно стоить оно. Я думаю, что на самете с нас бы взяли 200 бат, не меньше. Минимум. Минимум, Минимум. Здесь я тоже попробую кальмара. Это блюдо более острое. Это больше похоже на классическую тайскую кухню. А вот это больше похоже на какую-то такую прям среднеевропейскую, паназиатскую. Это не такое острое. Ну, что хочу сказать. Это блюдо тоже на уровне, тоже вкусное. И своих денег однозначно стоит, если учесть, что у нас прекрасный вид и отличная музыка. Я думаю, что приехав в это заведение, мы сделали правильный выбор. Дальше у нас идет папайя салат, сон-там так называемый. Попросили, чтобы нам сделали острый. Мы любим, ребята, острый папайя салат. Так как, ребят, мы часто едим сырую рыбу, то нужно, чтобы организм иногда посещали прям острые-острые блюда. Пока не остро. Не остро? Пока. Нас пожалели, может? На уровне вот этого блюда. Примерно такой же. Это мне нравится. Вот она, видите, какая. Как, на твой взгляд, острая, нет? Нормальная. Острая, но не так, что прям все горело и из ушей дым шел. Нету вот этого вышибающего послевкусия, да? Хотя вот смотрите, здесь я сейчас взяла где чили, а их тут несколько. Давай Попробуем съешь еще чили. разочек. Давай я съем чили, и ты съешь чили. Нормально. Ну, если вы только что прилетели из России или с другой стороны, где не едят острое блюдо каждый день, конечно, вам, наверное, будет спайси. А если вы довольно-таки часто путешествуете, или вы уже здесь находитесь около 2 недель, в принципе, очень даже нормально. Смотрите, какую красоту нам принесли. Креветка в темпуре. Давайте посчитаем, сколько тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучек.
Сейчас будем 150 бат пробовать. стоит, да? 150 бат, да. Креветка внутри большая, толстая. Жирненькая, как мы любим. Хорошая. Ребят, если вы смотрели наше видео с Кочанга, мы там с Пашей договорились, что съедим одновременно чили, перцы. И в итоге он съел, а я съехала. Я себе так подумала, и может я все-таки не съезжала. Пока говорила, я еще была уверена в себе, но сейчас я начинаю что, серьезно? съезжать опять. Да он маленький, давай. Я не умру? Я тебе пиво налил. Нет, ты точно не умрешь, но может настать асфиксия или еще какие-нибудь припадки. Но я думаю, главное, что ты уже сытая, Алена. Я еще пока не сытая. Не сытая? Ну, давай. Стой, мам, стой, погоди. Ну как? Главное не дышать ртом. Мне кажется, Алене понравилось. О, Да. О. Давай рисом заедай. Не дыши ртом. Ребята, если вы съели что-то остренькое, то надо либо запить молоком, либо запить кокосовым молоком, заесть это все рисом обильно и не дышать ртом. Не открывай рот, не надо. Дыши носом. В крайнем случае тушить пожар можно и пивом Лео. это жестко. У меня слезы, по-моему, А потекли. сначала было ничего, да? В общем, когда ты перец кладешь в рот, ты его можешь пережевать, съесть, проглотить, и уже после этого начинается такой взрыв. Бам! Боже, бедные мои вкусовые сосочки. Они в обмороке. Еще 5 минут будешь сидеть, отдыхать, отходить. Ребят, я не съезжала. Ой, молодец какая. Вот это кончик самый мощный, потому что там еще будут косточки внутри. Давай, сейчас моя очередь. Ждем. Это не быстрый процесс. Да, какой-то вообще лайтовый. Да ладно. Даже ничего не почувствовал. Да ладно. Да. Ты врешь. Я уже почти поверила тебе. Думаю, неужели я такая словачка? Ну, что-то есть. Что-то есть. Немного островат. Давай, креветку попробуем, да? Так, ух ты, какая красота. Я забыл соус. Вкусно. Катер рыбацкий стоял здесь. И вот он зарядился на кальмара. Сейчас поедут рыбачить. Кайф, конечно. Все у них лампы зеленые, все есть. Заряженные ребята. Вообще неплохой катер. Для Владивостока такой не пойдет, потому что у него рубка открытая. А для Таиланда в самый раз. Ну, они пошли, ребята. Надо тоже на кальмарчика сходить. Давно не рыбачил. Сань, ну как тебе наггетсы? Очень вкусно. Нравится? Да. Ждали мы полчаса, пока Саня наггетсы сделает, потому что они, как всегда, забыли про нашего сына. Но Саня терпеливо ждал и играл в Chicken Gun. Ребята, я вам хотел сказать то, что вы сейчас слышите, это не мой голос, это типа вам передает телевизор не настоящий голос. Мой настоящий голос, ну, такой, типа, мужской вообще, мужской, не 6-летний такой, как вот этот у вас на телевизоре, а какой-то вот, Сань, какой-то вот такой голос. Всем не нравится, как их голос звучит на телевизоре, да? Да? Вот, ребят, напишите, кому не нравится, как ваш голос звучит, когда вас записывают. По-любому же 90%. Покушали мы на 610 бат, ребят. Это блюдо, которое нам понравилось. Называется по-английски Fried Sweet Pepper with Pork Meat. И мы заказывали Seafood on Rice. Ну а кафе называется вот так, ребят. Вот видите, по-тайски все. По-английски названия нет, к сожалению. Ребят, мы сейчас заехали на Пирс-на-Бан, и тут, смотрите, кафе Пукай называется. Вы его уже знаете по нашему прошлому видео. И смотрите, сколько здесь людей, оно практически все занято. Видимо, там тоже вкусная кухня. Ну и место достаточно популярное.
Сама локация, Пирс-на-Банк, конечно, это одно из центровых мест острова. И здесь даже есть 7-Eleven, представляете себе. Здесь дают удочки в аренду, 100 бат стоит. И можно попытать счастье, половить кальмара. Кстати, давайте пойдем посмотрим, может кто-нибудь поймал кальмарчика. Классно, такая прозрачность воды. Если будет кальмар, его будет видно прямо с поверхности. Да, смотрите, лодка как будто парит в воздухе. Все рыбачат, но я не скажу, что кто-то поймал кальмарчика. Классно, да? Сидят, пиво пьют, коктейли какие-то свои молочные. И рыбачат ребята. Смотрите, ребят, не знаю, видно или нет, но вот где-то на глубине 2 метра, 1,5, я вижу кальмаров небольших. Интересно. Только тайцы их не могут поймать, да? Они приплыли на свет и здесь охотятся на рыбешку всякую, на планктон, на анчоусов. Вообще прохладно стало на острове. Саня вон идет, маму греет. Кальмарчик свеженький, 50 бат. Красота. Это каракатица маленькая за 25 бат. Я думаю, это все прям выловленное где-то здесь рядом. Я думаю, надо будет пиво взять и каракатицу попробовать. Алена, смотри, там какой шопинг мощный. Пойдем посмотрим. Вот такие панамы есть всевозможные, модные. Штанишки со слониками туристические. 150 бат. Смотрите, здесь есть большой выбор купальников. Есть всякие фенечки, браслетики, бусики и трусики, да? О, вот это класс. 120 бат. О, Ален, смотри, какой купальник. Модный, а? Топики островные. Супер. Давай такой тебе возьмем, смотри. Вот. Шахерезада. Красота. Смотрите, какие блестяшки, блестят. Интересные вещи такие, качество неплохое, да? О, юбочки. Юбочка в сеточку. Хочешь быть королевой пляжа, да? Очень много платьев, как будто в свадебном салоне. Смотри, купальник с вишенками. А вот этот прикольный, красный, видишь? Модный такой. Леопардовый, смотрите, какой мощный, роскошный. Неплохой выбор, хорошие купальники, поэтому если вдруг вы приехали сюда без купальника, можно здесь его приобрести. А Лене нравится голдовый вот такой. Смотрите, какая фурнитура, цепи, месяц, солнышко, звездочка. Девчата, если вы покупаетесь в морской воде в таком купальнике, то это все надо сразу же опреснять, поливать пресной водичкой, иначе заржавеет после 2 купаний. А вот смотрите, купальник в монокине тоже. Поясок, такой камушек. Красиво. Так, смотрите, очки выбираем, да? А то нам постоянно пишут, что у нас очки неправильно. Ну как вам такие? О, такие у меня были. Ну, в принципе, они с пленкой внутри, кажется, да, такие. Давай вот такие модные какие-нибудь возьмем, чтобы прям вообще чао бомбина. Хо-хо-хо-хо. Все, можешь на лыжах кататься. Обтекаемый спортсмен. Так, в таких можно и на катере гонять, да? Шторм. Но мне еще вот такие нравятся. Все, да, кругленькие. Ну все, кот Базилио. Да. Ну, вот такие. Давай. Такие мне, наверное, уже не налезут. Ну-ка. А знаешь почему? Почему? Ну, потому что эти кексы не надо есть. Надо было атлет меньше хавать котлет, да? Ну, в общем, как бы выбор неплохой. Очки, в принципе, походить такие нормально. Ребят, сейчас у нас будет мощный шопинг. Я хочу капибару вот эту. Капибара за 100 бат? Да, Кружочки? да. Саня, можно я кружочек себе заберу? Давай, закидывай. Вон. Все, Давай. съелась? Давай, крути. Саня, крути капибару. Ого. Давай, давай быстрее, О. может 2 выиграешь. Еще крути. Все, больше не будет. Получил? Шапочки какая-то. Показывай. Там точно капибара? Точно. Капибара у нас вылупилась из яичка. И вот она выглядит так. Смотри. Красота.
А еще я, наверное, возьму шашлычка, попробовать с каракатицы. Он дешевый, попробую, скажу, стоит брать здесь или нет. Место достаточно раскрученное, много здесь людей покупают. Находится прямо возле 7-Eleven. Вот, жарятся наши кальмарчики такие, небольшие, но я думаю, они будут нежные, вкусные. Так называется это заведение. Тушки нам порезали. Так выглядит. Ой, это вкусно. Нежные, мягкие, обалденные. Это вкусно. Реально вкусно. Я уже представлял, что придется этого кальмара разгрызать, все заляпаю, но они порезали аккуратно, очень красиво все, пахнет вкусно. Нежный. С огурчиком попробуем. Он, знаешь, как будто подкопченый немного, да? Да. Вкусный. Прям нежный-нежный. Нежный, подкопченый, горяченький кальмар. Сочный, вкусный. Объедение. Ребята, давайте посмотрим, что есть интересного на местном тайском рынке. Смотрите, как он выглядит. Он находится также возле Пирсона Бан. И вот у нас первый отдел. Здесь у нас продается устрицы. И вон селман, смотри, какие жирные кусочки. Селман, цены не вижу. А вот написано. 120. 120, 150. Фруктовые нарезки делают. Цен нету. Вот тайцы любят, смотрите, вот так вот приправой посыпать обильно. Вот такая красота, видите? Клубника также есть у них. Папайя нарезанная уже. Ну, в общем, интересно. Шашлычки на шпажках. 10 бат за штучку. Выбираете себе какой-нибудь шашлычок. Отгоняем мух. Готовим и едим. Дальше вот такие шашлыки. Это, скорее всего, курица. Панировки. Куски большие 60. Ой, смотри, каракатица здесь за 30, а около севика за 25 было. Да, кальмар подороже как. по 100 большой. Перепелиные яйца, шашлычок 20 бат стоит. О, Такой. морепродукты, смотри, креветки. Ох ты, лангусты, лобстеры. креветки, каракатица, кальмар. Все такое свеженькое, да? Интересно, лангуст сколько стоит? Вот прикол, что нету цен, да? Практически половина отделов. Вот, видите, они почистили и показали, что икра есть еще в креветке. То есть это ценится. Вот видите, красная, это икра. 380 бат, синелапая креветка. Слева, мне кажется, поменьше, справа побольше. Ну, слева поменьше, но, наверное, потому что с икрой, да? Поэтому ценится больше. Мечи хвост, смотрите, 380 бат. Интересно, а вот Наверное, это... готовы уже, да? Да. Готовое будет? Или это показывает, как можно приготовить? Я думаю, они тут могут приготовить. И гребешки 350. Гребешки такие, в принципе, для Таиланда неплохой размерчик, да? Тоже, я думаю, могут приготовить. Такие крабики, такие достаточно крупные плавунцы. Тут у нас свинина продается, поросенок. Смотрите, вот такая штуковина. 100 бат стоит. Да, размеры и цена. Тут тоже морепродукты, да? Да. Был какой здоровый мечехвост. Просто такой гигантский. Ребят, я как-то отравился мечехвостом, просто жутко. Наверное, белковое отравление получил. Чуть не умер реально. Очень плохо себя чувствовал. Поэтому я больше их не ем. Значит, здесь у нас вот такая красота. Креветки синелапые. А вот это, смотрите, многие спрашивают, как отличить каракатицу от кальмара. Вот наглядный предмет. Видите, каракатица беленькая, у нее такая, вокруг ее купола такая рюшка идет. А у кальмара рюшка в виде сердечка. Да. И каракатица, у нее здесь жесткий панцирь. Он как пенопласт. Ребят, смотрите, крокодил самый дешевый в мире. Ну, как самый дешевый? Все, что у нас продается по нескольку шашлычков. И там, допустим, 2 шашлычка 80 или 90 бат. Здесь 35.
рекордная низкая цена на крокодила. А вон там, вдоль пирса, сидят люди за столиками. Я думаю, они взяли морепродукты, там им приготовили, и они уже употребляют. А неплохо было бы, да, вот так взяли бы мы на рынке, если мы голодные были до сих пор. И посидели бы вот здесь, смотри, как классно. Хорошее место, с видом на море. Конечно, обстановка немного другая. Смотрите, вид у нас на Паттайю. Луна очень яркая сегодня. Красота, шум моря, запах моря. Ребят, непередаваемые ощущения. Желаю каждому, кто любит море, оказаться в Таиланде в этом году. Мы приехали на пляж Тавайен, Бали Стайл, да? Это прям приватные фаер-шоу устраивают для каждого столика. Ребят, очень популярное место, много очень тайцев здесь находится. Также есть туристы из других стран. Кто-то ест, кто-то пьет. В общем, люди проводят время. И, кстати, здесь есть отели, у которых окна выходят прямо на этот весь движ. Я думаю, надо быть прям заядлым тусовщиком, чтобы жить в таком районе. Ребят, смотрите, мы в таком интересном месте. В России принято раньше было встречаться возле памятника Ленину, допустим. А на острове Колан, если вы хотите с кем-то договориться о встрече, говоришь: жду тебя у шлепок. И ждете его у шлепок. Видите, сколько их здесь. Все потерянные шлепки острова Колан находятся здесь. И если вы когда-нибудь теряли здесь шлепок, можете посмотреть, может быть, ваш шлепок где-нибудь здесь красуется. И здесь у шлепок находится регги-бар. Очень много людей здесь. Живая музыка, такая обстановка классная. Очень кайфово. Вот эти ребята нам спать не давали всю ночь. Доброе утро, ребят. Так, давайте я покажу, как этот пляж выглядит в 8 утра. Пока еще нет туристов. Хочу сказать, что Колан просыпается поздно. Там пловцы плывут. Пляж пустой. И я проехался по острову. Реально ощущение, как будто остров спит до 10 утра, пока не прибудут паромы с туристами. Многие кафе здесь работают до 6 или там до 8 вечера и открываются в 10 утра. Вся жизнь острова подстраивается под паромы, на которых приходят туристы. И, в принципе, оно и понятно. Ребят, если вы пришли на пирс Тавайен, вы знаете, что Тавайен пляж достаточно такой населенный, много людей. Если вам хочется попасть на какой-нибудь маленький пляж, то это можно сделать пешком. Вот есть соседний пляж. И выглядит он вот так. Друзья, посмотрите, какой потрясающий вид открывается со смотровой площадки на пляж Тавайен. Людей еще немного, но первые туристы уже прибыли на остров и начинают разбредаться по нему. Вода, посмотрите, какая бирюзовая. И на этот пляж вы можете прийти прямо на пароме. Вон он туда приходит, там пирс. И даже не брать тук-тук, не брать мопед, прямо отдыхать весь день на этом пляже. Здесь есть кафе, шезлонги. И когда отлив, можно на берегу полежать. Единственное, что, видите, много людей. Ребят, на острове Колан есть несколько 7-Eleven'ов и также есть банкоматы. Это значит, что если вы вдруг опоздали на последний паром и застряли на острове,
и при этом у вас нет с собой наличных тайских бат, да, такое бывает, что вы можете снять наличные тайские баты из банкомата, воспользовавшись услугами обменника с доставкой наличных ПТЕ. То есть, если вы в ПТЕ и вы меняете большую сумму, ребята сами могут привезти вам наличные в отель, а если сумма небольшая, то можно все сделать удаленно через банкомат. Вы ребятам переводите рубли с вашей карты, а они вам на ближайший банкомат переводят тайские баты. Это очень просто, вы просто берете и снимаете их здесь. Ссылка на такой обменник, которым пользуемся мы, будет в описании под видео. Переходите по ссылке, попадаете в их Telegram и можете договориться об обмене или узнать, какой сейчас актуальный курс. Рекомендую. Ребят, вдоль берега со стороны Джемтьена, со стороны Паттайи, а также со стороны Пирса Набан много вот таких вот отелей, которые стоят на сваях. Вот мы сейчас подошли в один из них спросить стоимость жилья. Девушка говорит, что сейчас все комнаты заняты, но вообще стоимость жилья 2700 бат. Вот в таком вот домике. Сюда можно заглянуть и увидеть море. Да, там море есть, смотри. Классно. Видите, они стоят на таких сваях, и вы будете спать под шум волн. Это классно. И вот так выглядит сам отель. К сожалению, не можем показать комнату, потому что сейчас все номера заняты. Мы находимся рядом с пирсом Набан. И если вы на этом пирсе будете смотреть на море и пойдете направо, то здесь будет много таких отелей подобных. А если пойдете налево, там много таких кафешек, как мы сидели вчера и ужинали с видом на море. Вся такая инфраструктура очень близко к пирсу Набан. Но единственное, здесь сейчас по этой дороге идет ремонт, поэтому если на транспорте, то нужно объезжать там по третьей линии. Ну, как бы разберетесь, Google вас сейчас как надо проведет. Когда ремонт только начинался, Google нас постоянно в эти бульдозеры приводил и приходилось разворачиваться. Сейчас пока нормально. Смотрите. Я думаю, через пару месяцев ремонт уже закончится. Смотрите, здесь еще один отель. Можно пойти еще посмотреть и спросить, сколько что стоит. Пошли. Нам самим очень интересно, потому что дома с видом на море, на сваях, это классно. И дорого. Дорого, да. Ну, можем на букинге еще посмотреть какие-нибудь варианты. Может быть, есть что-то подешевле. Я думаю, цены разные должны быть. Может, и за 1500 что-то можно найти. Красиво. Все, территория облагорожена. Sea-view. Ага. Yeah. Так, 2000 бат, да? Бат, ну здесь вообще супер, да? Заглядываем чуть-чуть. Шторки закрыты. Смотрите, получается, здесь окна выходят в коридор. Мы в таком отеле жили, помнишь, в Индонезии. Я думаю, что половина номеров выходит в коридор, половина на море. Ой, водичка Смотрите, чистая. Тут, конечно, песка нет. Отель симпатичный. Да, симпатичный. Здесь такое место, где можно позавтракать. Прям такая морская тематика, посмотрите. Называется этот отель Чарин, можете посмотреть его на букинге. А вот соседний отель, смотрите, как выглядит. Там у них тоже такая лаунж-зона. И здесь тоже классно. Вдоль этой улицы располагается много кафешек. Вот, например, кафе «Мороженое». Можно здесь приобрести мороженое в стаканчике 29 бат и в рожочке 35. Такое мы покупали, кстати, с тобой на Самете, помнишь? Да, вкусно было. Там такое большое было. Классно, когда едешь на 2 дня, есть время погулять, посмотреть сам остров, не спеша. Смотрите, там вот рыбак перебирает сети, а здесь кипит жизнь уже, люди завтракают. Ребята, с этого места очень хорошо видно Паттайю, в частности, здесь у нас идет район Джамтьен, и практически с любой точки Паттайи видно этот остров Ко Лан, потому что это самый ближайший остров, на который можно добраться с пирса Балихай всего лишь за 30 бат с человека на пароме. А если вы захотите отправиться на какие-нибудь другие острова, которых здесь очень много, есть острова необитаемые, есть острова обитаемые, но с менее развитой инфраструктурой и более красивыми пляжами, то мы рекомендуем всегда воспользоваться услугами компании Typho Travel. Это надежное и проверенное туристическое агентство, с которыми мы ездили на множество экскурсий, в частности на реку Квай, на остров Ко Кут и на ближайшие к Паттайи острова. У них много классных и интересных экскурсий. Ссылка на Typho Travel будет в описании под видео, а QR-код вы сейчас видите на экране. Этот QR-код актуален для тех, кто едет отдыхать в Паттайю, а если вы поедете на Пхукет, то они также работают и на Пхукете, и QR-код для Пхукета у нас будет находиться здесь. Все популярные и непопулярные экскурсии вы найдете в компании Typho Travel. Мы рекомендуем. Выселяемся мы из нашего домика.
Вот так здесь все выглядит. Отель, в принципе, такой неплохой, но рекомендовать мы его не будем, потому что есть вещи, которые нам здесь не понравились. У меня двоякое ощущение. С одной стороны, классно все, да, остров понравился, но с другой стороны, чувствуется какое-то постоянное напряжение со стороны тайцев, видимо, потому что уже к концу подходит туристический сезон. Местные уже устали от туристов, потому что наплыв очень большой. Чувствуется такое немного отношение напряженное здесь у тайцев к туристам. И, на мой взгляд, если говорить о отдыхе с ночевкой, то более качественный отдых будет там на острове Ко Чанг, на острове Ко Кут. А здесь это такой бюджетный вариант, но в то же время можно поехать на одну там ночь, расслабиться, посидеть в баре, в принципе, почему бы нет. Но, конечно, это не сравнится с тем же самым Ко Чангом или там другими островами, которые менее заселены туристами. Ребята, время 12 часов, мы выселились из нашей гостиницы, сдали байк, все нормально у нас произошло, и мы уже находимся на пирсе. Конечно, мы можем остаться здесь еще до вечера и провести здесь еще несколько часов, но у нас много дел в Паттайе, поэтому мы отправляемся. И на этом наше путешествие по Калану заканчивается, будем с вами прощаться. Не забывайте подписываться на наш канал, подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании, QR-код вы видите на экране. Ставьте лайки, увидимся в Таиланде. Пока! This is